Буквально несколько минут назад центральные СМИ сообщили трагические новости из мира шоу-бизнеса и криминальной России. Несколько месяцев назад, когда Архип Глушко находился в СИЗО номер 4 города Москвы по обвинению в смерти ректора Института культуры, его окружали известные криминальные авторитеты и воры в законе, такие как Саха Казанский, Карга Сочинский, бывший директор московского рынка, кикбоксер Денис Комаров и криминальный король восточной части страны Махмуд Сибирский. Именно эти люди растоптали мужское достоинство сына Натальи Королевой, дали ему прозвище «Орхидея» и отправили жить в угол для опущенных. Сегодня утром поступила чрезвычайная новость, что трагически погиб главный мучитель Архипа Глушко, известнейший криминальный авторитет Махмуд Сибирский. 46-летний мужчина погиб при очень странных обстоятельствах, и его смерть вызовет большие вопросы к семье Натальи Королевой. Сегодня в Москве около 3 утра по местному времени в ночном клубе «Волкодав» компания известных криминальных авторитетов, включая Махмуда Сибирского, отмечала день рождения кикбоксера Дениса Комарова. Компания шумно гуляла и веселилась, отмечала выход из СИЗО и день рождения своего товарища. Внезапно в ночном клубе появилась молодая женщина-блондинка в черном кожаном плаще, которая при входе на танцпол вытащила пистолет и совершила несколько выстрелов в Махмуда Сибирского. Полиция уверена, что в преступлении замешана администрация ночного клуба, так как женщину с огнестрельным оружием не должны были пропустить внутрь заведения. Криминального короля Восточной Сибири 46-летнего Махмуда Сибирского спасти не удалось. Мужчина скончался во время срочной медицинской операции. Свою криминальную карьеру Махмуд Сибирский начал еще в 1998 году. На протяжении почти 15 лет он был самым главным криминальным авторитетом Восточной Сибири. 46-летний авторитет курировал торговые центры, мелкий и средний бизнес этой части страны. Несмотря на достаточно молодой возраст, Махмуд Сибирский тщательно соблюдал воровские законы, никогда не был женат и не имел детей. У полиции существует версия, что к данному преступлению может быть причастна семья Натальи Королевой. Якобы таким способом они могут мстить всем тем, кто находились в СИЗО и издевались над их сыном. Помимо этого стало известно, что Махмуд Сибирский отказался в свое время помогать Архипу Глушко в устройстве побега из следственного изолятора. Возможно, это и стало причиной летального исхода для криминального авторитета. Отметим, что в эти дни в женском изоляторе города Москвы находится и мать Натальи Королевой Людмила Порывай по обвинению в устройстве побега для своего внука.